Приветствую всех, вы на канале Квинсофт. Сегодня в этом видео я буду устанавливать Google сервисы на новый купленный мною телефон Huawei P40 Lite. Очень много было комментариев с вопросами о том, есть ли возможность на эту модель поставить Google сервисы. Как раз сегодня мы это и выясним. А вас прошу поддержать это видео лайком, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео, а я начинаю. Сейчас попробую ответить на часто повторяющиеся вопросы, которые были в комментариях под видео. В первую очередь вопрос, можно ли поставить на телефон, где стоит оболочка Magic. Нет, сразу отвечаю, нельзя. Этот способ работает только для EMUI. И все. Когда появится другой способ, я, ребят, не знаю. Но если он появится, естественно, я сниму сразу для вас видео. Следующий вопрос, можно ли устанавливать Google сервисы уже с установленными программами и не делать сброс до заводских настроек. Как раз сейчас мы это и проверим. В конце видео получите ответ. Следующий вопрос, будет ли работать Google Pay? Нет, ребят, он работать не будет. Оплату вы сможете осуществлять только с помощью приложения кошелек, Сберпэй и, по-моему, Яндекс.Пэй. Все. Будут ли синхронизироваться контакты? Иногда получается так случайным образом, что контакты автоматически синхронизируются. На каком этапе это происходит, я не могу дать ответ точный. У меня пару раз у самой так получилось. Вам советую делать эту синхронизацию с помощью фон-клона. Итак, начинаем. Для того, чтобы скачать файл-установщик, вам необходимо пройти по ссылке, которая будет внизу под видео в описании. У меня она уже открыта, поэтому я просто скачиваю файл. Для этого необходимо зайти. Пока закачивается файл, я расскажу вам о том, какая у меня сейчас стоит операционная система. 10.1.0.206 и версия EMUI 10.1.0. Один из подписчиков мне написал, что на 206-ю версию он устанавливал, и у него все хорошо получилось. На самом деле файл-установщик, он говорит о том, что необходимо ниже 150 версии. Вот как раз сейчас это и проверим. Файл у нас закачался, давайте зайдем в файлы. Вот у нас этот файлик Google Fire Eng APK. Начинаем его устанавливать. Установить. Итак, запускаем вот этот файл, который у нас установился. Нажимаем вот эту длинную надпись и заходим в меню приветствующее. Нажимаем Next, 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 Next. Let's go. И делаем все разрешения, которые у нас спрашивает само приложение. Разрешить, разрешить, окей. Теперь необходимо нажать вот на эту кнопочку. Нажимаем ОК. Приложение-установщик предлагает нам настроить дату, то есть отключить автонастройку и обязательно откатить дату назад, то есть на 2019 год. Нажимаем ОК, подтверждаем и возвращаемся. Нажимаем еще раз на эту кнопочку. Здесь установщик нам говорит, что сейчас нам необходимо будет восстановиться из резервной копии, которую он нам же и предоставит. Нажимаем ОК. Удалить или нет родное приложение резервной копии? Да, мы подтверждаем, нам надо его сначала удалить. Нажимаем «Больше не спрашивать» и «Разрешить». Он теперь ставит свою версию резервной копии. Установил, нажимаем «Готово». Нажимаем «Далее», «Принимаю». И здесь необходимо нажать вот эти три точечки сверху справа. Нажимаем «Восстановить из внутренней памяти». От 13 августа 2020 года восстанавливаем резервную копию. Выбрать все уже стоит по умолчанию, мы лишь нажимаем только «Восстановить». Здесь необходимо ввести вот этот пароль, который уже есть в подсказке Bender007. Вводим его, нажимаем ОК. Итак, резервная копия у нас восстановилась, нажимаем «Готово». После того, как вы восстановились из резервной копии, вам необходимо запустить вот это приложение с большой буквой G. Запускаем. Здесь будут везде восклицательные знаки. Это хорошо. Нажимаем синюю кнопочку. Если приложение не вылетает, значит все в порядке. Можете продолжать установку. Если вылетает, значит у вас не подходит версия ПО. Выходим из приложения и идем опять в установщик. И у нас теперь увеличилось количество кнопочек. Нажимаем 01. Для того, чтобы вам продолжить, необходимо вернуть дату. Окей. Возвращаем. Нажимаем просто «Автонастройка», и он сам автоматически все настроит. Возвращаемся. Необходимо еще раз нажать 01. После того, как установятся Google аккаунты, вам необходимо нажать Press Sign In. У нас сейчас установилось приложение MicroG, с помощью него мы сможем зайти в свои Google аккаунты, нажимаем «Установить» и нажимаем «Открыть». Для того, чтобы войти в свой аккаунт, нам необходимо зайти вот в это меню «Аккаунт». Нажимаем «Войти», вот то, что там он сказал, Sign In, должен вылететь. Вылетел, хорошо. Заходим опять в MicroG. И еще раз нажимаем «Аккаунт». Еще раз нажимаем «Войти». Здесь вам необходимо ввести свою учетную запись, с помощью которой вы хотели бы пользоваться в дальнейшем Google сервисами.
Так, я зашла в свой Google аккаунт. Итак, ребят, в этот момент у меня произошла накладка. В чем она заключается? В том, что я записывала видео для вас, как установить Google сервисы с помощью вот этого приложения установщика. И самое интересное, что я столкнулась с огромным количеством ошибок, которые никак не фиксились. И мне пришлось потратить некоторое время, чтобы в этом разобраться. Но я думаю, все, что не делается, делается к лучшему. Опять же, это лучшее для вас. Дело в том, что с Huawei P40 Pro Plus таких накладок не было. И там все прошло у меня с первого раза без каких-либо ошибок. Здесь же я столкнулась с тем, что после первой процедуры у меня сыпались ошибки. Далее я попыталась их пофиксить с помощью вот этого ключика. Ничего не получилось. Потом я стала вникать более тщательно в текст самой инструкции и обнаружила ошибку. Почему с тем телефоном у меня прошло все, здесь нет, не знаю. Возможно, как-то сделана по-разному сама система защиты. Но теперь, по крайней мере, я поняла, почему у меня такое огромное количество комментариев под видео. И мне стало ясно, почему у некоторых ребят не получается это сделать. Поэтому именно сейчас я делаю заново процесс и уже говорю свои ошибки. Возможно, вы также допускаете их, и, соответственно, из-за этого у вас не получается. Я не стала удалять приложение и чистить телефон заново, опять же, чтобы для вас убедиться, что, в принципе, Google сервисы можно устанавливать даже без сброса на заводские настройки. То есть сейчас все на месте. Идем в установщик. Как я почистила? Я нажала вот этот веник, кнопочку с веником, и все приложения, которые у меня были установлены до этого, они почистились. И почти весь процесс установки начинается заново. После того, как вы почистили, вам нужно выйти и нажать буковку G. Запустить ее опять синюю кнопочку, чтобы загорелся один восклицательный знак. Выходим. Возвращаемся сюда, нажимаем 0.1. И сейчас заново у нас установится microG. Ну как заново? Для вас это впервые, для меня это уже раз 6-й. Это я делаю для того, чтобы разобраться и понять, почему у некоторых у вас не получается. Вы заходите у себя, я у себя. Итак, после того, как вы зашли, возвращаемся назад. Сейчас он предложит нам еще раз войти в учетную запись. Это, допустим, для тех, кто хочет 2 или 3 или 4 учетные записи. Я же возвращаюсь. Еще раз возвращаюсь. Сейчас на этом этапе я нажимаю кнопочку 3, а не 2. 2 это для тех, кому надо ввести несколько аккаунтов. Мне не надо, я нажимаю 3. Итак, сейчас будут устанавливаться приложения. Просто устанавливаем. Итак, сообщение нужно читать внимательно, как я теперь поняла. Я неправильно переводила, и из-за этого возникли проблемы. Сейчас он нам говорит о том, что необходимо будет удалить вот этот microG для того, чтобы поставить Google Play сервисы, и потом вернуться в кнопочку 3. Нажимаем ОК, останавливаем, удаляем. Сейчас необходимо после установки этого файла зайти в Google Play сервисы, закрыть его, открыть, закрыть, затем попробовать что-то поставить. Вот видите, это обязательно. И вернуться к пункту 3. Готово. Выходим и идем в Play Market. Пошли ошибки, все верно, так и должно быть. Теперь ставим любое приложение. Давайте поставим какое-нибудь маленькое супер приложение, чтобы оно не весило много. Для нас здесь важно убедиться в том, что просто приложение устанавливается. А лучше всего дождаться, когда она установится. Почему важна установка? Для того, чтобы Play Market установил все необходимые пакеты. А если мы не установим приложение, они не установятся, и, соответственно, может что-то криво пойти. Все, приложение установилось. Теперь закрываем Play Market. И идем опять в установщик. После установки необходимо опять запустить Play Store, открыть, закрыть и еще раз попробовать что-то поставить. Вот этот пункт я пропустила и не увидела. Потом уже возвращаемся к кнопочке 3. Нажимаем «Готово», выходим и идем опять в Play Market. Моя ошибка была именно в том, что я пропустила вот эти пункты по установке. А здесь надо 3 раза устанавливать приложение. Вот смотрите. Google Play Service Setting открыть, затем нажать Стоп и удалить. Окей. Останавливаем. Удаляем. Окей.
устанавливаем. Нажимаем «Готово», выходим и снова идем в Play Market. Так. И устанавливаем третье приложение. Все, приложение установилось, убедились, выходим, идем опять в установщик, нажимаем кнопочку 3 и дошли мы до фреймворка. Теперь важно его остановить, почистить кэш-память, сбросить просто память и перезагрузить устройство. Далее вернуться к кнопочке 3, если что-то будет не так. Если все будет хорошо работать, то к кнопочке 3 уже не нужно возвращаться. Заходим в память, очистить кэш, сброс. Все, сбросили, все сделали. Перезагружаем телефон. И теперь после перезагрузки заходим в Play Market. Обязательно закрываем и проверяем еще раз. Обязательно закрываем и проверяем еще раз. Давайте попробуем что-нибудь поставить. Итак, видите, да? Play Market не работает. Проверяем еще раз. Вроде загружается, но не работает. То есть, когда заходим в приложение, ничего не открывается. Здесь есть как бы два варианта. Причем в P40 Pro здесь было все в порядке, и у меня Play Market работал сразу. Как раз-то вот на этом этапе установка отличается. Можно немного подождать, вдруг Play Market все-таки прогрузится и все будет в порядке. Но я так и не дождалась этого момента. У меня он не заработал. Если вы посмотрите предыдущее мое видео, там как раз-то все работает. Не работает, да? Что делаем дальше? Выходим, идем опять к пункту 3. В принципе, нас это приложение так и предупреждало, что если что-то будет не так, возвращайтесь. Сейчас нам необходимо остановить сервис Google. И сейчас опять пойдут ошибки. Удаляем. Окей. Установить. Нажимаем «Готово», выходим, заходим в Play Market. И у нас ошибки все вернутся. Сам Play Market заработает, но ошибки вернутся. Вот, ошибки посыпались, Play Market заработал. Давайте попробуем что-нибудь поставить, чтобы опять же убедиться, что он работает. Да, ребят, долго, но это я делаю специально для вас, чтобы те, у кого возникают ошибки, могли их преодолеть. Все, приложение поставилось. Идем опять сюда. Нажимаем. Пишет, что типа все, я установил, что нужно. Если у вас не в порядке, то вам необходимо пройти фикс. У нас не в порядке, у нас опять сыпятся ошибки. Мы идем в фикс. Да, мы уверены в том, что мы хотим пофиксить. Окей. Останавливаем, останавливаем, удаляем, удаляем. Окей. Устанавливаем. Нажимаем «Готово». Идем опять в Play Market и еще раз ставим что-нибудь. Так, вот установка почему-то не происходит. Давайте закроем, еще раз откроем. Еще раз попробуем поставить. Все, установка пошла. Можно, в принципе, на этом этапе даже отменить, это не важно. Возвращаемся опять в установщик и уже опять к кнопочке 3. Вот смотрите, сейчас он опять, уже после того, как мы пофиксили, говорит о том, что нужно фреймворк остановить, все почистить и перезагрузиться. Останавливаем. Должна быть кнопочка серый, память, очистить кэш, сброс. Перезагружаемся. После того, как перезагрузились, опять идем в Play Market. Вылетает, заходим еще раз, закрываем. Видим, что ошибок больше нету. И, соответственно, еще раз необходимо проверить. Вот тут важно не торопиться. После того, как мы пофиксили и опять сделали сброс и остановку фреймворка, надо немножко подождать. Я торопилась на этом этапе и заново шла в установщик и все круги повторяла. Не надо здесь торопиться. Здесь важно дождаться. Все, после фикса точно Play Market будет работать. Ничего больше делать не надо. С Huawei P40 Pro Plus было достаточно первого варианта, то есть фиксить не нужно было. Здесь это необходимо. Все, у нас YouTube, давайте что-нибудь еще попробуем, ну, к примеру, Instagram поставим.
Сейчас, если мы увидим, что установка началась, значит все, на этом у нас все процессы прошли верно, Google сервисы установились. Давайте зайдем в YouTube и проверим, работает он или нет. Давайте мы его удалим, потому что я его ставила до Google сервисов. Возможно, именно в этом проблема. И ставила я его с какого-то левого ресурса, даже не подскажу с какого. Все, удалился. Заходим в Play Market и отсюда ставим YouTube. Instagram запускается, все работает. Сейчас должен и Call of Duty заработать. До этого он не запускался без Google сервисов. Без Google сервисов у меня работали игры только World of Tanks, Standoff и Asphalt. Все, больше ничего не работает. Здесь, кстати, можете зайти в Google учетные записи и установить переключатели на «Включи синхронизацию». Сейчас только останется его запустить и проверить. Так, вылетает. Все, запустился. Вот таким образом, несмотря на то, что были проблемы, были ошибки, иногда они должны быть для того, чтобы еще лучше разобраться и понять, как действует в любой из ситуаций. Еще хотела такой вопрос обсудить. Многие спрашивают, как добавить аккаунт, или если вы изменили пароль, допустим, в аккаунте, или, допустим, решили еще какой-то аккаунт добавить. Через некоторое время, когда уже пользуетесь сами Google сервисами, вот как это сделать? У меня есть об этом отдельное видео, вот здесь можете по ссылочке перейти. Там все поэтапно я рассказываю, как сделать так, чтобы добавить еще дополнительные Google аккаунты в любой момент. На этом у меня все, дорогие друзья. Поддержите это видео лайком, если оно было для вас полезным. Также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. С вами была Алена. До скорых встреч. Пока-пока.